Снова здравствуйте, уважаемые коллеги! И на сегодняшнем видеоуроке мы с вами рассмотрим возможность подключения к контроллеру по последовательному порту, а также подключение самого контроллера в локальную сеть через Wi-Fi. Первым делом давайте воспользуемся USB кабелем с микро USB разъемом на конце. Подключаем этот разъем к последовательному порту контроллера. И теперь нам необходимо определить диспетчер устройств, какой из виртуальных COM-портов компьютер назначил нашему контроллеру. Для этого в поиске задаем диспетчер устройств. Открываем наш диспетчер устройств в разделе «Последовательные порты» и там видим, что нашему контроллеру последовательное соединение назначено COM-порт номер 8. В дальнейшем при настройке программы входа мы будем использовать именно это значение. После того, как наш контроллер подключен по последовательному порту, нам необходимо скачать программу, которая будет выводить информацию по этому последовательному порту. Для этого в поисковой строке набираем PATI. Выбираем сайт, на котором находится программа, и заходим на страничку Download. Здесь мы выбираем необходимую нам версию для загрузки. У кого 32-разрядная Windows, соответственно, просто PATI 07. У кого 64-разрядная PATI 64. Запускаем загрузку. И осуществляем установку этой программы с целью дальнейшего ее использования. После того, как программа установлена, давайте перейдем к запуску ее. Находим в главном меню программу PATI, запускаем. В открывшемся окне подключения мы видим выбор для того, чтобы какие варианты есть. Выбираем последовательный порт Serial. Как помните, устанавливаем виртуальный порт COM8. И не забудьте изменить speed, то есть скорость соединения на 115-200. После этого достаточно нажать Open и открывается окно терминала. После того, как открылось окно терминала, мы можем включить наш контроллер. Наблюдаем процесс загрузки уже, собственно говоря, в самом окне терминала. И теперь дожидаемся момента, когда система нам предложит ввести логин, пароль для того, чтобы осуществлять терминальные команды. Программа достаточно быстро загрузилась, и теперь мы должны набрать в поле логин маленькими буквами латинскими root, пароль wirenboard также маленькими буквами. Все, мы находимся в окне терминальных команд. Осуществить настройку Wi-Fi интерфейса. Для этого мы набираем mcedit, и путь до файла, в котором у нас расположены эти настройки. Открываем, находим вот эти три строки, подставляем значок Sharp для того, чтобы их закомментировать. Вот эти три строки раскомментируем для того, чтобы в них подставить можно было параметры Wi-Fi соединения. В
первой строке GPA SSID мы набираем наименование. В моем случае это Kinetic 7861. Так. А во втором вбиваем пароль. Так, после того, как проверили, все ли мы правильно внесли, нажимаем F10, подтверждаем сохранение и можем сделать ребут. И теперь мы можем проверить после перезагрузки в настройках роута мы должны найти подключенное новое устройство. Заходим в список устройств и видим, что в числе имеющихся подключенных есть контроллер Wiring Board. Смотрим, какой адрес присвоил роутер нашему контроллеру, и в новом окне открываем, набираем адресной строке этот адрес 192.168.1.6. Все, теперь по этому адресу 192.168.1.6 мы можем как попадать в веб-интерфейс, так и использовать другие программы для того, чтобы соединяться с контроллером непосредственно из компьютера настройки. Следующая программа, которая нам будет полезна для работы с контроллером, это программа для доступа к файлам, расположенным в операционной системе Linux с контроллера. В моем случае это WinSCP. Набираем в поисковой строке WinSCP. Заходим на их сайт winscp.net. В разделе Download скачиваем последнюю версию этой программы. И производим ее установку. После установки программы осуществляем ее запуск. Для этого в главном меню находим WinSCP. В открывшемся окне сразу же предлагает установить соединение. Для этого протокол передачи оставляем SFTP, какой и есть. Далее в имени хоста 192.168.1.6 порт 22, имя пользователя root латинскими, пароль Wiring Board. После этого нажимаем «Войти», и мы в правой панели видим, что попадаем в файловую систему контроллера Wiring Board. Вот это на кнопку нажатия «Корень», и дальше уже по папкам можем найти любой файл, который нас интересует. На этом я заканчиваю, а в следующем видеоролике мы с вами рассмотрим подключение простейших устройств к входам-выходам контроллера и написание для управления ими с помощью скриптов.